Ребята, привет всем! Обещала показать несколько цветочков. Решила сегодня такое видео маленькое вам записать про вот такого вот маленького пупсика. Вяжу бобинным мериносом тоненьким в 4 сложения. И хочу вот этих малышей укладывать во всякие там места, которые маленькие. Нужно заполнять чем-то, а тут не очень-то сильно и как бы и придумаешь, чем заполнить. Короче, здесь элементы получаются такие остренькие, и некоторые места тяжело заполнять. И придумался вот такой вот маленький цветочек. И обещала, потом еще покажу этот. Как уже сказала, вяжу мериносом в 4 сложения. Это у меня пряжа вот такая вот тонюсенькая. Это меринос 1400 метров в 100 граммах. В 4 сложения, соответственно, у меня получается 350 метров в 100 граммах. Вяжу крючком 2,75. Итак, для начала мы делаем петлю амигуруми для того, чтобы потом центр затянуть плотненько, чтобы у нас не было дырочки. Складываю, перекрещивая ниточку, вытягиваю через центр петлю, чуть-чуть подзатягиваю, петелечку вытягиваю. И для того, чтобы не вязать цепочку из воздушных петель, вяжу только первую петлю. Затем подвытягиваю петлю на нужную мне длину. Это буквально вот как столбик с одним накидом вяжется, там 2-3 петли воздушные были бы. Вот на такую же длину и вытягиваю. Делаю накид на крючок. Раз. Накид на крючок, вытягиваю петлю 2. Накид на крючок, вытягиваю петлю 3. Дальше буду делать 3 накида на крючок на каждый такой лепесточек. И 3 петли вытягивать. Провожу крючок, провязывая все петелечки на крючке. Делаю закрепляющую петлю. И делаю 3 воздушные петли. Раз, два, три. Опять делаю накид на крючок. И в кольцо провязываю 3 накида, 3 вытянутые петли. Пышный столбик. Раз, два, три. Провязываю все петли. Провязываю 2 петли вместе. И провязываю 3 воздушные петли. 2 лепесточка центральных у нас есть. Делаем третий. Раз, накид, петля 2, накид, петля 3. Провязываю все петли, 2 петли на крючке, 3 воздушные. Следующий. Раз, два, три. Старайтесь сделать одинаковой длины, чтобы это выглядело красиво. Это у меня 4-й лепесточек, немножечко подзатяну. И 5-й. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Накид в центр в колечко. Раз. Накид 2. Накид 3. Провязываю все петли. Провязываю 2 петли. 3 воздушные. Затягиваю плотно, придерживая пальцами. И теперь мне нужно соединиться. Вот это вот первая петелечка, я под нее ввожу крючок, вытягиваю петлю и делаю соединительную петлю, проводя через петлю на крючке. Таким образом соединяясь в крут. Хвостик прокладывать буду по верху моей цепочки и сразу его ввязывать. Следующие лепесточки, как мы делаем? Нам нужно провязать всего 9 петель под эту арочку. Как вяжем? Первая петля у нас столбик без накида. 9 столбиков фактически. Столбик без накида. Следующий полустолбик. Все 3 петелечки протягиваю. Следующие 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Полустолбик и столбик без накида. Сюда же подарочку. И перехожу под следующую арочку из воздушных петель. И провязываю точно таким же образом столбик без накида,
полустолбик, пять столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5. Следующий полустолбик и столбик без накида. Опять переходим под следующую арочку. Раздвигаем пальцами лепесточки, вяжем столбик без накида, полустолбик, 5 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5, полустолбик и столбик без накида. И переходим опять под следующую арочку. То есть цветочек просто элементарно простой, маленький. Если будете из более тонких ниточек, он будет еще меньше. Но выглядит достаточно неплохо. 1, 2, 3, 4, 5. Полустолбик, столбик без накида. И следующая арочка. 1, полустолбик, 1, 2, 3, 4, 5. Полустолбик и столбик без накида. Все, наш цветочек готов. Единственное, я предлагаю вам сделать непрерывной цепочку вот эту вот по краю лепесточков. Для этого ниточку я оборвала, нить вытягиваю, в эту петелечку мы протягиваем крючок, протягиваем через нее нить. Сейчас крючок этот не очень удобно протягивать. Нить протягиваю и возвращаю в эту же петелечку, из которой у меня вышла нить. Сейчас я возьму крючок чуть потоньше, чтобы было удобней. Вот петелечка, из которой у меня вышла нить. Я в нее снизу вверх завожу крючок и через эту петлю нить возвращаю на изнаночную сторону. И у нас получается вот такая вот непрерывная косичка. Все, эту ниточку потом я буду заправлять. Цветочек у нас готов. Надеюсь, мастер-класс будет для вас полезен, для кого-то, кто еще не умеет сам вязать, потому что цветочек элементарно простой. Вяжите на здоровье. В следующем видео я покажу вам, как связать вот такие вот цветочки. Всех была рада видеть. Всем пока-пока.